Добрый день, дорогие друзья! С вами руководитель Православного паломнического центра «Россия в красках» в Иерусалиме Павел Платонов. Всем огромный привет из Святого Града. Весь мир сейчас в потрясении от сложившейся ситуации с эпидемией коронавируса. И сегодня я хотел бы рассказать о ситуации в Святой Земле и конкретно в государстве Израиль, которая сложилась за последние 3 недели. Почему мне кажется это важным? Потому что многие из моих подписчиков сообщают, что в России передается от телефона к телефону вести, что в Израиле нет эпидемии, соответственно, заболевших. А это совсем не так. За последние 2 недели количество заболевших возросло в 10 раз и продолжает расти. В Израиле в ходе борьбы с распространением вируса постепенными мерами в течение последних 3 недель практически подошли к полному закрытию и общему карантину всего государства. На длительный период, возможно до самой осени, закрылись школы и детские сады. Вовсю идет онлайн обучение. Закрыты рестораны, парикмахерские, развлекательные торговые центры, магазины. Значительно сокращено количество общественного транспорта. Открыты только продуктовые магазины и аптеки. В некоторых на входе измеряется температура, соблюдаются режимы дистанции, контролируется количество находящихся внутри посетителей. Запрещено посещение парков, спортзалов, торговых центров. Да и что посещать? Все закрыто. Люди обязаны находиться дома в изоляции. Можно выходить из домов на расстоянии не более 100 метров для прогулок с детьми и собаками. При себе иметь удостоверение личности на случай проверки. Те, кто по долгу службы обязан ездить на работу, имеют специальное разрешение. К соблюдению правил карантина каждый день призывает с экранов телевизора премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По телевизору идет реклама с обучением правильному мытью рук, постоянно транслирует номера служб оказания экстренной и психологической помощи. Много работы у организаций по борьбе с насилием в семье, случаи которого увеличились. В интернете открылось много каналов для проведения досуга всей семьей и для детей. Не оставляют в беде пожилое население страны, наиболее уязвимые. Волонтеры приносят лекарства, обеды и завтраки, сухие пайки и продукты, соблюдая при этом все меры предосторожности. 70% работающего населения сейчас в вынужденном отпуске. 920 тысяч из менее чем 9 миллионов населения страны потеряли работу. Так, например, в моей семье из 4 взрослых работает только 1. Экономика несет колоссальные убытки. Министерство финансов находится в полуобморочном состоянии. Но Министерство здравоохранения все равно требует полного 3-недельного карантина. Медучреждения подготовлены для приема и изоляции больных. У медиков есть почти 1500 аппаратов вентиляции легких. Но в министерстве опасаются взрывной волны распространения вируса. С каждой минутой вероятность тотального закрытия страны только увеличивается. И хотя большая часть населения, понимая тяжесть ситуации, находится в своих домах, есть те, кто беспечно расхаживает по улицам, посещает друзей, соседей и родственников, устраивает посиделки с шашлыками и пивом. Особенно несоблюдение правил карантина наблюдается в арабском секторе среди ортодоксальных иудеев, устраивающих вопреки всему свадьбы и собирающихся на похороны. Я бы назвал это беспечным вредительством. Так ведь можно месяцами и безрезультатно находиться в карантинных условиях, доведя финансовое состояние своих семей и всей страны в целом до катастрофы. Уже 1500 человек получили серьезные штрафы и открыто 150 уголовных дел за нарушение карантина. 40 дел за распространение ложной информации. Армия готова прийти на помощь полиции для контроля ситуации. Весенний призыв в армию приостановлен, чтобы предотвратить распространение эпидемии среди боевых частей. Из религиозных учреждений постепенно закрылись все. С 20 марта Минздравом введен запрет на молитву в закрытых помещениях. А с 26 марта закрылся для посетителей храм Гроба Господня в Иерусалиме. Но богослужения в храмах и монастырях все равно не прекращаются. Насколько долго продлится эта ситуация, неизвестно.
Церкви и монастыри Русской духовной миссии уже более 2 недель закрыты для посетителей. При этом внутри монастырей молитва не прерывается. Людская фантазия выдает фальшивые истории, еще более усугубляет и без того достаточно сложную ситуацию. Не обращайте внимания на информацию типа «в Израиле врачи сказали, что воду с лимоном надо пить, и нет там зараженных». Увы, все наоборот. Динамика заражения идет, к сожалению, только на повышение. Ведутся много разговоров о том, что это обычный грипп, и число зараженных не превышает обычные показатели планеты. Примечательно, что во время эпидемии печально знаменитого испанского гриппа в начале 20 века царили похожие настроения, в том числе в среде известных людей. Это, мол, обыкновенный грипп, бояться нечего, ничего не случится. Но ужасающая статистика вопиет об обратном. Так, по оценкам, погибло от 17 до 50, а возможно и 100 миллионов людей по всей планете. Экономические, социальные, политические последствия эпидемии были настолько колоссальными, что болезнь практически остановила Первую мировую войну. Военнослужащие противоборствующих сторон массово умирали от испанского гриппа, и просто некому было воевать. Мое личное отношение к эпидемии кардинально изменилось. Поначалу я тоже считал, что ситуация значительно преувеличена и раздута СМИ. В некоторых странах, куда еще не пришла сильная волна эпидемии, наблюдается легкомысленное и безответственное отношение. Нас это не касается, нас пронесет. Увы, пример Италии, Китая, США и Испании показывает, как ситуация может усложниться. Отнеситесь с полной ответственностью к ситуации. Соблюдайте элементарные правила гигиены. Часто и подолгу мойте руки. На улице пользуйтесь дезинфицирующим средством для мытья рук. Уже известно, что вирус лежит на поверхности до нескольких суток. Попал на руки, с рук на лицо, и все, вы больны. Воздержитесь от лишних поездок. Сказано всем находиться дома, сидите дома. Дорогие мои друзья, терпения вам в этой непростой ситуации и всем нам. Оставайтесь дома по возможности. Берегите родных и близких, особенно пожилых и ослабленных людей, которые оказались в группе риска. Будьте милосердны. Всем доброго здоровья. Буду стараться публиковать сюжеты на основе наработанных до карантина архивных фото и видеоматериалов. Молитва, милосердие и добрые дела исправляют наш мир. Другого пути нет. С вами был Павел Платонов. Всего доброго и до новых встреч.